Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, как вы знаете, 9 сентября судья Мехта вынес предварительное решение по судам победителей лотереи Green Card DV 2021. Максимально детально я рассказывала о нем в другом видео, ссылка на которое сейчас появится вот здесь и в описании. Если еще его не смотрели, обязательно это сделайте, чтобы понимать, о чем пойдет речь дальше. А сейчас я хочу сказать, что за этих несколько дней мы послушали и почитали мнение адвокатов по поводу решения судьи и даже лично уточнили несколько нюансов у Моррисона. И вот теперь я точно могу сказать, что вся озвученная мною информация была предоставлена верно и добавить по сути нечего. Так что сегодня поговорим о других новостях, которые появились за прошедших пару дней. Итак, поехали! Вчера на официальном сайте Бюро консульских дел США в разделе новостей появилась запись о том, что Госдеп осведомлен о вынесенном решении и уже даже в соответствии с этим судебным приказом поручил консульским отделам выполнять требования, насколько это возможно. И несмотря на то, что в постановлении судьи есть много, так сказать, места для маневра и манипуляций, ссылаясь на ковидное ограничение, такая быстрая реакция от Госдепа – это очень-очень хороший знак. И я практически уверена, что как минимум некоторые из посольств действительно заработают в турборежиме и все-таки смогут найти возможности для назначения десятков новых интервью в ближайшие недели. Какие посольства так сделают и в каком объеме, никто не знает, а поэтому я прошу вас, дорогие зрители, делиться такой информацией в комментариях. Если в ближайшей неделе вы получите запрос на отправку сканов или письмо о том, что ваши сканы проверены, или еще лучше, получите заветное приглашение на интервью, обязательно поделитесь этой информацией с нами. Напишите свой примерный номер кейса, дату получения письма, дату назначенного интервью и страну, в которой вы ждете собеседования. Такая информация поможет собирать статистику и понимать происходящее лучше. Теперь про Россию, Узбекистан и другие страны, где посольства США все еще не начали обрабатывать кейсы победителей лотереи Green Card по разным причинам. Как я и говорила в видео про решение суда, к сожалению, не работающие посольства на данный момент, скорее всего, таковыми и останутся. Это очень плохо, я знаю и переживаю вместе с вами. Но наши адвокаты, конечно же, тоже знают и помнят об этом и стараются сделать все, что в их силах для того, чтобы предоставить победителям из этих стран возможность перенести интервью в работающее посольство. Знаю, что времени уже не осталось и шансов на то, что такое решение будет принято до конца сентября, уже практически нет. Но если судья 27 сентября вынесет решение о резерве виз, а затем обяжет на официальном уровне предоставить возможность переноса интервью в другие страны, шансы на получение визы, когда начнут раздавать резерв, значительно увеличатся. Ну и последнее. В комментариях у нас часто интересуются мнением на тему размера возможного резерва и сроков его выдачи. Друзья, еще раз хочу повторить, в нынешней ситуации статистика прошлых лет и аналитика не работает совсем. И каким будет резерв, знает только судья. Я, конечно, могла бы сказать, что судья зарезервирует 30 тысяч виз, а потом, если он и правда зарезервирует примерно столько, говорить, что у нас были свои источники. А если резерв будет меньше или больше, то сказать что-то вроде «ну что ж, кто знал, не повезло». Но какой в этом смысл? Давайте не будем гадать и дождемся официального решения. Как только появится информация на тему резерва, возможности переноса интервью в другие страны или любые другие важные новости, я сообщу максимально подробно и оперативно. На сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.